Ох, ребятки, несмотря на то, что я практически Халк, говорю сегодня в нос, поэтому заранее извиняюсь, если буду гундосить вам этот обзор. Но все-таки разговаривать в нос — это не повод не рассказать вам про самое новое и самое интересное. Поехали! Итак, всем привет, с вами Юра, но я вас немножко обманул. Рассказывать я вам буду, конечно, не про самое новое, но вернее, не совсем про самое новое. По-настоящему, та коробочка, которая у меня стоит на столе сейчас, это игра Киклады. И впервые она вышла в 2009 году. Вот теперь у нас выходит так называемое легендарное издание, обновленное, в нем подправлены правила, немножко измененный игровой баланс, немного подправлены карты и так далее. И в нее теперь можно играть и в шестером. И это такая большая классическая стратегия от Бруно Катала и Людовика Монблана, в которой каждый из вас будет выступать в роли греческой цивилизации и стараться угодить богам, подносить им подношения для того, чтобы получать больше воинов, привлекать на свою сторону всяких мифических существ, переправляться по островам архипелага и в итоге быть первой цивилизацией, которая построит или захватит себе 3 метрополии и тем самым победит в игре. Изначально все игроки будут асимметричными, то есть у каждого будет абсолютно одинаковое начальное условие. У вас будет немножко воинов, у вас будет немножко денег и у вас будет немножко территории, потому что вы выставитесь сразу себе своими войсками где-то на этом архипелаге. А потом в ходе игры вы уже будете перемещать свои войска, строить новые флоты, привлекать странных существ, разыгрывать дополнительные карты и даже забирать на свою сторону различных героев, которые будут помогать вашим войскам передвигаться, для того, чтобы доминировать над вашими оппонентами. Давайте потихонечку разбираться, как играть в Киклады. Итак, по-настоящему все достаточно просто, и правила игры банальные и просты, но глубина кроется в деталях. У вас есть такая ширмочка, за которую будете прятать свои деньги. Деньги — это единственный ресурс в игре, который вам будет полезен для того, чтобы нанимать войска, платить за перемещение ваших флотов, платить за перемещение ваших войск, нанимать героев, покупать карты с монстрами и делать, в принципе, все. То есть деньги здесь решают и рулят. И эта ширмочка заодно ваша памятка, что вы будете делать в порядке хода. Первое, соответственно, что мы делаем, это мы сбрасывали бы, если бы у нас был не первый раунд, монстров, мифических созданий, которые у нас были бы лишние, и обновили бы немножечко этот ряд. Второе, мы получили бы ресурсы за все территории, которые мы контролируем. А контролируем мы там, если стоят войска, и есть такой символ, или если там лежит наш жетон. Жетон у нас там остается, если мы, например, оттуда вышли, но туда еще никто новый не зашел. Получаем себе кучу денежек, и дальше начинается фаза, которая является сердцем этой игры. Это фаза аукциона. И аукцион у нас будет за дары богов. Чем больше участвует игроков в игре, тем меньше будет у вас закрытый плашечек, и тем больше даров различных богов будет доступно. В данном случае у нас есть Посейдон, Гера, Зевс, Арес и Афина. И нижний бог будет закрыт в игре на 5, то есть всегда богов открыто на одного меньше, чем количество игроков. И поле тоже модульное, оно состоит вот из таких вот тайликов, и чем, соответственно, меньше игроков играет, тем меньше у вас будет общий размер игрового поля. Так вот, что же мы делаем? У нас вот там вот есть жетончики, и в порядке их каждый игрок берет и выбирает себе, куда он поставится. Он берет свой жетончик и выбирает, делая ставку на какого-то бога. То есть, например, если он хочет поставить на Арес, он поставит, например, может на 0, 1, 2, 3, доходит до 25. Например, он ставит на 3. И это значит, что, скорее всего, он в этом раунде будет выполнять действия Ареса. Про них мы говорим отдельно. Дальше идет второй. И он мог поставить, например, сюда на 0 на Зевса, туда на 0 куда угодно, или, например, перебить на Ареса. И он, если перебивает, то этому нужно уйти куда-то в другое место. Он выбирает его туда. Теперь идет зелененький. И он начинает перебить опять этого несчастного синего. И вот теперь синий уже может взять и вернуться на Ареса. А этому придется уйти в какое-то другое место. Он, например, пойдет вот сюда. Вот сюда. А красненький понимает, что ему, в принципе, ничего особо не светит, ему нужны ресурсы, и он идет на Аполлона. Это шестой бог, который участвует в игре всегда. Он не позволяет делать особых действий, но добавляет вам ресурсы и возможность собирать еще больше ресурсов тоже добавляет. И вот когда все игроки расставятся на разных богов, каждый из них должен будет оплатить свою ставку. То есть этому игроку придется оплатить 7, этому 3 и так далее, и так далее. Но единственный момент, у вас могут быть жрицы, это полезные карты, которые снижают вам стоимость, дают, так сказать, скидку на подношение богам. Жрица сама молится, и вам не надо делать столько подношений, чтобы забить это место. А далее вы выполняете действия богов, и каждый бог дает вам разные эффекты. У них есть практически у всех, кроме Ареса, есть одинаковый эффект на нижней плашечке, и это можно выполнять всегда. Это обычно купить себе монстра случайного, мифическое существо, и подвигать войска, которые возглавлены героем, или просто героя. То есть, если у вас на столе есть герой, он мог бы, например, двигаться, и каждое следующее передвижение стоит все дороже, дороже и дороже. Каждый же бог дает вам разные эффекты. Во-первых,
4 разных бога, не считая Геры, дают вам 4 вида различных зданий. Каждое здание дает вам разные бонусы. Это дает вам скидку на покупку монстров из ряда монстров. Это дает вам +1 к силе, это порты. Если вы деретесь в этой зоне кораблями, то у вас там будет +1 к силе. Это дает вам то же самое, только на земле. Но самый главный момент в том, что если вы накопили в своих владениях 4 разных здания, вы сбрасываете их и получаете себе так называемую метрополию. Метрополия, во-первых, дает вам какой-то бонус небольшой, а во-вторых, это цель ваша в игре, потому что если на конец раунда вы будете владеть 3 метрополиями, вы победите. И это всего лишь один из вариантов, какими вы можете получить себе метрополии. Второй вариант достаточно приятный, и это получать философов. И философов нам дает Афина. Она сама по себе в начале действия дает вам одну библиотеку и одного философа. А потом вы можете купить еще философа еще за 4 монетки. И в целом все планшеты богов построены по одному и тому же принципу. Это вы получаете всегда, это вы можете получить за денежки, это бесплатно, и можете за деньги получить вот это. И если вы накопите себе 4 философов, вы можете также взять их и поменять на одну метрополию. Это не очень просто сделать, потому что есть и карты, которые воруют у вас философов, и другие игроки, конечно, кто будут хотеть давать на Афину. Тем более она у нас в этом раунде недоступна. Дальше у нас идет Зевс интересный. Зевс дает почти то же самое, что Афина, только он дает вам жриц. И дает возможность покупать дополнительных монстров, то есть мифических существ. Жрицы дают вам скидку и позволяют вам держать мифических существ дольше. Вы жертвуете минотавром жриц для того, чтобы они у вас на игровом поле оставались. Кстати, о мифических существах. Мифические существа бывают двух типов. Это бывают карты, которые не имеют с собой миниатюрки. Ну, то есть, например, Грифон. И он говорит, что просто вы можете взять и украсть у другого игрока половину тех его денег. Если я сыграю Грифа, я такой, я у тебя краду все деньги. И он после этого отправится в сброс. Либо, соответственно, те, которые имеют миниатюры. И некоторые из них будут выставляться на стол и делать что-то гадкое просто на столе. А некоторые будут у вас, как воины, передвигаться вместе с вашими войсками и давать тренделей вашим оппонентам. И вот для передвижения и для всего остального есть 3 других бога. Это Посейдон, это Гера и это Арес. Арес отвечает за ваши личные войска, Гера отвечает за наемничков, это такие серенькие, и Посейдон отвечает за кораблики. Именно этими войсками вы будете на игровом поле двигаться и управлять. Ваши обычные войска могут, соответственно, рождаться там, где у вас уже кто-то есть. Ваши кораблики могут рождаться, соответственно, рядом с вашими островами, которые вы контролируете. Ваши обычные войска из-за того, что Арес смогут передвигаться по земле, по суше, а ваши войска морские смогут передвигаться за Посейдона. И самый интересный момент в том, что если, например, вы выстроите цепочку для своих войск корабликами, то в какой-то момент вы захотите и с помощью действия Арес сможете передвигать их через кораблики. То есть корабли — это такие мостики для вашего передвижения между островами. Но важный момент в том, что если в какой-то момент ваш кораблик оказывается в зоне с другим корабликом, или, например, ваши войска случайно каким-то образом оказываются с другими войсками оппонентов, у вас будет происходить бой. Бои здесь очень простые, каждый воин дает одну силу, монстры бывают больше силы, герои бывают дают специальные условия какие-то или больше силы, и каждый из вас будет бросать кубик, на нем от 0 до 3. Кто больше выиграл, тот убил одного человечка другому игроку. Если тот может отступить, он после этого отступает, если нет, то, извините, нет. Таким образом происходит война, достаточно быстрая и динамичная, потому что сердце всей игры кроется по-настоящему не в контроле территории здесь, а в том, как вы грамотно распределите свои ресурсы и как хорошо вы будете играть на аукционе. То есть в этой игре, на мой взгляд, 3 основные компонента — это управление ресурсами, то есть то, насколько хорошо вы расходуете деньги, потому что почти каждое действие, которое вы сделаете, требует от вас денег. Вы хотите перемещать войска — платите деньги. Вы хотите покупать войска — платите деньги. Хотите покупать наемников — платите деньги. Хотите получить героев — платите деньги. И хотите нанимать себе мифических существ, даже если одноразовых, тоже платите деньги. И поэтому вам нужно иметь территории, которые будут приносить вам эти самые деньги. Но вы можете прокачивать свои территории, например, можно зарыться вот там, как вот сделал у нас синенький игрок, и туда вкачивать себе жетоны, чтобы получать много-много денег с одной и той же территории. С другой стороны, вы можете отхватывать территории у других игроков или пользоваться какими-то картами, которые вам позволят получить больше. Второй элемент этой игры — это грамотный аукцион. Чтобы не тратить много денег на саму ставку, а потратить их на более полезные вещи, как там движение ваших войск и так далее, вы должны правильно ставиться, но при этом иметь возможность перебить других по ставкам и получить то действие, которое вы хотите. Иногда очень важно встать не на того бога, которого вы хотели изначально, чтобы, зная, что кому-то другому игроку он будет нужен, чтобы поднять ставку для него, а самому переставить на то место, которое вы хотели. И третий элемент — это так называемые карты, которые бьют лица очень больно. Это карты героев и карты мифических существ. Причем у некоторых есть миниатюрки, а у некоторых нет миниатюрок. Ну, героев почти у всех есть. Разные герои дают вам разные способности.
У каждого героя есть своя активная способность, которая ему помогает, когда он находится на игровом поле. Кто-то из них может быть просто силой 2, а Елена Троянская, например, она говорит, что я всегда выбрасываю на двойку на кубичке. Я попробую меня перебей. Это, конечно, меньше, чем тройка, но больше, чем 0 или единичка. И у каждого героя есть еще специальная способность, которая позволяет стать ему метрополией. Они бывают абсолютно разные. Там иметь чего-то там одинаковые жетоны, например, они разные. Или, например, там иметь 15 денег или еще что-то. И, короче, каждый герой может тоже стать метрополией. И вы в итоге, если хорошо играете, можете взять, накопить философов, взять какого-то героя, который тоже поможет вам получить метрополию, и захватить чуть-чуть другую метрополию, и выиграть игру. И монстры. Монстры бывают как с миниатюрками, так и без миниатюрок, дают вам одиночные действия. Гарпи, например, говорит, что просто уничтожаете один отряд где-то на игровом поле. И вот если, например, там стоял какой-нибудь солдатик, вы просто его взяли, уничтожили, и потом пришли туда и захватили эту землю. Очень полезные фишки. И вот то, как вы контролируете вот эту часть игрового процесса, вот этого игрового стола, очень сильно скажет о том, сможете вы победить или нет. Если вы грамотно и вовремя пользуетесь картами монстров, если у вас все ваши войска сопровождаются героями, я сейчас остановлюсь на этом моменте подробнее, то у вас есть большой шанс на победу. А почему героями? Потому что ваши войска передвигать по-настоящему по этой игре очень сложно и неповоротливо. Если у вас нет героев на столе, то вам нужен либо Арес для того, чтобы двигать войска по земле, либо Посейдон, чтобы двигать войска по морю. При этом другие игроки также будут хотеть попасть к этим богам, а еще время от времени они будут закрываться, потому что в конце каждого раунда все боги съезжают вниз в смысле, вот это вот перекрывается, а тот встает туда и открывается как новый, но пока положу сюда. То есть еще не каждый ход вы сможете, например, пользоваться Посейдоном. Но у каждого бога, кроме Ареса, есть волшебная возможность за деньги, вот это вот, двигать героя и с ним, соответственно, водить войска. И поэтому, если у вас герой один, вы сможете, например, ходить по каким-то вот войсками туда-обратно из-за любого бога, в принципе. А если у вас их два, вы сможете в двух местах это делать. И поэтому герои очень важны и нужны, а при этом они еще дают волшебные способности, которые вам сильно усиливают. Это игра на хитрость и планирование, на маневренность и на то, как вы умеете тактически пользоваться грамотно ситуацией. То есть стратегия у вас здесь вряд ли получится, потому что вы никогда точно не знаете, что конкретно вам прилетит по шапке от ваших врагов, когда, например, двух монстров здесь купили, те двое ушли вниз, два новых пришло, и там могут оказаться не такие способности, которые вас реально очень сильно удивят, и вы этого не ожидали. Поэтому эта игра не про большое стратегическое планирование, хотя элементы его тоже здесь, конечно же, есть. Она скорее про тактику и разыгрывание ситуации, которые есть возможность разыграть. Игра, конечно, далеко не новенькая, и в ней проглядывается много элементов, которые были более классическими для игр того времени. Но, тем не менее, в принципе, и сейчас играется достаточно неплохо. Единственный момент в том, что не садитесь в нее играть большим составом игроков. А какие бы быстрые и динамичные ходы у вас не были, если вы играете в игру в пятером или в шестером, а это она тоже позволяет, то момент ожидания своего хода будет очень большим. Потому что, как минимум, пока мы разыгрываем ставки, каждый игрок подумал, а там еще потом друг другу попередвигали, потом просчитали всю идею здесь, что можно было бы делать, а что было бы нельзя сделать. И пока каждый игрок проходит, вы до своего хода будете ждать достаточно долго. То есть как это выглядит? Вы ходите активно только после того, как, соответственно, выставились на аукционе. И после того, как все выставились на аукционе. И после этого, того, как вы походите, пройдут 4 хода других игроков, целая фаза аукциона, фаза обновления, и потом только вы будете ходить. То есть я бы рекомендовал играть втроем, ну максимум вчетвером, и при этом, конечно же, если вы играете большим составом на 5-6 игроков, то место она занимает немерено. Ну а так, вот эти фигурочки все, и монстры, и герои, это дополнение. То есть есть две коробки дополнительные. Одна это как раз ваши миниатюры, солдаты, корабли, а вторая это герои и мифические существа. С ними играть, конечно, в игру гораздо приятнее, чем с деревянными мипликами, хотя с деревянными мипликами в принципе ничего, и в коробке все очень удобно складывается, там специально такие отделения. Так что если вы хотите себе игру на контроль территории, где можно сильно бить лица оппонентам, при этом как бы не армиями конкретно, а иной раз неожиданными маневрами и неожиданными моментами, то Киклады можно попробовать. Это хорошо проверенная временем игра от Бруно Катала. И это все на сегодня. С вами был Юра, вы смотрели Geek Media. Всем пока!